Герой этой истории – пожилой врач на заслуженной пенсии. Он совершает прогулку по густому лесу, окутанному загадочной атмосферой. Вдруг, совершенно неожиданно, он наталкивается на совсем молодого волка, который стоит в непосредственной близости от него. Мужчине моментально бросается в глаза странное поведение этого маленького хищника. Исхудавший и ослабевший детеныш даже не пытается убежать от приближающегося человека. В уме врача возникают непрошенные вопросы: в чем причина такого необычного поведения волчонка? Никаких явных признаков того, что волчица находится поблизости, не наблюдается. Воздух наполнен озадаченностью и тайной, которая пронизывает каждый уголок этого глубокого леса. Пенсионер, глядя на обессиленного волчонка, решил, что не может оставить его здесь. Животное не сопротивлялось и выглядело настолько измотанным, что было непонятно, сколько времени оно провело в капкане. Пенсионер быстро наложил на сломанную лапу волчонка подобие шины, чтобы помочь ему выздороветь и вернуться в лес. Однако процесс восстановления требовал очень много времени. В течение целого месяца волчонок, по имени Серый, оставался у врача на участке. Его дикие повадки были очень ярко выражены, и казалось, что он никогда не привыкнет к людям. Но постепенно, мало-помалу, он начал привыкать к своему спасителю и даже спокойно относиться к визитам его маленького внука, который жил неподалеку. Его спаситель знал, что рано или поздно это произойдет, поэтому быстро свыкся с отсутствием своего дикого друга. Мужчина, что уже больше никогда не увидит его. Но однажды случилось страшное. Внук, гостивший у дедушки, отправился на короткую прогулку на опушке леса и куда-то запропастился. Начинало темнеть, мальчик не возвращался. Он обошел все знакомые тропинки, но не обнаружил ни одного следа ребенка. Уже практически отчаявшись, он услышал, как к нему кто-то очень быстро приближается. Спустя мгновение стало понятно, что это не ребенок. Звук напоминал топот животного, а не человека. Но пенсионер не сразу понял, что это тот самый волчонок, которого он давно спас. Они стояли и смотрели друг на друга, волк при этом не атаковал его, а просто развернулся и пошел, якобы указывая старику дорогу, при этом прихрамывая на переднюю лапу. Волк все так же не спеша вел старика в гущу леса, периодически оглядываясь на человека. Они шли недолго, внезапно раздался громкий хруст, и из зарослей к дедушке выбежал внук, весь в слезах и очень испуганный, и одновременно радостный, что его нашли. Волк остановился и внимательно посмотрел на внука, затем, как будто понимая, что он в безопасности, повернулся и направился обратно в лес. Внук бросился к дедушке и обнял его, благодаря его за спасение. Дедушка улыбнулся и сказал, что это был самый странный и необычный опыт в его жизни. Он был рад, что смог найти внука. Дедушка и внук направились к дому, счастливые и благодарные волку за эту невероятную встречу. Эта история доказывает, что хоть и хищное животное не может быть домашним и вести себя как обыкновенная собака, оно способно запомнить сделанное добро и отплатить тем же своему спасителю. В этом случае речь идет о волке, который был спасен от опасности человеком. Волк, благодарный за свое спасение, проявил невероятную преданность и верность своему спасителю. Он стал следовать за ним, подчиняться его командам и даже защищать его от возможных угроз. Эта история стала ярким примером того, что даже самые дикие и непредсказуемые животные могут проявить чувство благодарности и преданности. Она также напоминает нам о важности доброты и сострадания к животным, даже если они не являются нашими домашними питомцами. Ведь в конечном счете, все живые существа заслуживают любви и уважения. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.